Всем привет! Очень давно в какой-то передаче услышала рецепт овсяного киселя. Люди приезжали в санаторий для чистки организма, ничего не ели, а только пили этот кисель. Отзывы находящихся в санатории были очень положительные. Люди излечивались от разных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Я рецепт записала, и много лет мы его пили, а потом как-то забылось, и недавно в своих старых кулинарных записях я нашла этот рецепт. И, конечно же, решила поделиться им с вами. Для начала скажу, что для этого рецепта подойдет именно нешелушеный овес, так как очень большая польза не только в самом зерне, но и в шелухе. Первым делом овес нужно замочить на ночь. Естественно, я его хорошо промываю, заливаю питьевой водой и оставляю при комнатной температуре. Возникает вопрос, зачем замачивать на столь длительное время? Но ведь мы с вами помним, что орехи, зерна и бобовые обязательно нужно замачивать, так как в том, что я перечислила, содержится фитиновая кислота, а она препятствует нормальному усвоению продукта. И благодаря замачиванию мы частично избавляемся от нее и заодно активируем или пробуждаем, в данном случае овес. Овес в воде провел ночь. Посмотрите, вода стала грязного желтоватого цвета. Я его хорошо промываю, откидываю на сито, даю хорошо стечь в воде, слегка промакиваю полотенцем и распределяю по противню. Овес отправляю сушиться в духовку. Сушу его при 70 градусах с конвекцией и слегка с приоткрытой дверцей. Просушить нужно хорошо, для того, чтобы при перемалывании овес не склеивался. Ну и, конечно же, не забывать периодически перемешивать. Овес у меня хорошо просох, теперь я его частями буду засыпать в блендер и перемалывать. Но я хочу отметить, что перемалывать лучше в мясорубке. Там получается совершенно другая шелуха. И просеивается все намного проще. Вот что получилось. Теперь это все нужно просеять. Сито нужно взять самое мелкое. У меня вот такое пластиковое сито старое, еще советских времен. Такое сито великолепно подойдет. В итоге получается мука и шелуха. Шелуху заливаю водой из расчета 10 столовых ложек на 1 литр воды. Довожу до кипения, варю 5-7 минут, периодически помешивая. Затем отвар процеживаю через плотную ткань или марлю, сложенную в 3 слоя. Отдельно смешиваю муку с небольшим количеством отвара, перемешиваю, чтобы не было комочков, и вливаю обратно в кастрюлю. Снова перемешиваю, довожу до кипения и варю минуты 2-3, обязательно постоянно помешиваю. Готовый кисель еще раз процеживаю, но уже просто через обычное сито. Накрываю крышкой и жду полного остывания. Кисель пьется теплый или комнатной температуры. Если кисель пьется в лечебных целях, то он пьется без добавок, либо просто как вкусный напиток с разными добавками. Этот кисель очень вкусен с медом, с ягодами и орехами. Я думаю, о пользе такого напитка долго говорить не нужно. О ней знают практически все. Хотелось бы сказать еще пару слов по поводу вкуса. За счет того, что это не шелушеный овес, натуральный, он ни в какое сравнение не идет с геркулесом. Вкус очень мягкий и нежный. Обязательно попробуйте этот великолепный лечебный напиток. Если вам было полезно видео, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!